Приветствую вас, друзья! Вы давно меня просили сделать обзоры самых интересных продуктов Тима Петерика для платформы Акустика Аудио Nebula. И сегодня мы максимально подробно, но без лишнего занудства, посмотрим на библиотеку SAM 100A 4 версии. Мы рассмотрим как технические моменты, так и практические. Я попытаюсь выяснить и для себя, и показать вам, действительно ли эта библиотека стоит внимания и реально ли она настолько хороша, как о ней говорят. Что ж, поехали! Начнем с технических моментов. В комплект библиотеки SAM 100A 4 версии входят программы для компрессора и преампов. Доступны 4 рабочих частоты дискретизации: 44100, 48, 88,2 и 96 кГц соответственно. Программы для компрессора доступны в двух вариантах: вариант Full и вариант Linear. Вариант Full, вы можете видеть на графике, добавляет срез высоких частот и акцентуацию в диапазоне высокой середины. А вариант Linear All Sample Rates при загрузке не дает никаких модификаций частотной характеристики и, соответственно, подойдет для обработки аудиоматериалов в тех ситуациях, когда дополнительное ослабление высоких частот нам не нужно. С программами преампов все очень просто. Мы выбираем необходимую частоту дискретизации и загружаем программу. Обычно для преампов я переключаюсь на отображение металлического графического интерфейса, чтобы как-то визуально их разделять. Вы можете выбрать любой из вариантов, можете использовать понравившийся графический интерфейс, или точнее сказать его отображение, но для себя я выбрал такую схему: черный компрессор и серебристый или металлический преамп. По-моему, все логично. Преамп можно использовать как с компрессором, так и без компрессора. Для этого необходимо выбрать один из соответствующих режимов. Режим Comp говорит о том, что преамп будет установлен после компрессора в цепи, и таким образом дополнительное ослабление высоких частот не будет производиться. Если же мы выберем режим Path, который обозначается как Path Through, то есть мы используем преамп без компрессора, и в этом режиме высокие частоты будут срезаться. Почему высокие частоты не срезаются в режиме компрессора? Все логично, потому что в компрессоре уже высокие частоты будут срезаны, и дополнительно их срезать нам не нужно. В библиотеку 4 версии также были добавлены другие варианты отображения графического интерфейса с ледовыми измерителями. Давайте посмотрим. Вы видите, что теперь вместо традиционного View-измерителя перед нами предстал традиционный ледовский измеритель. Или точнее сказать, более современный ледовский измеритель. Какой использовать безразлично. Какой вам нравится, такой и выбирайте. Теперь давайте посмотрим, что у плагина под капотом, помимо, конечно же, изменения частотной характеристики. Посмотрим на гармоники. Когда я использую регулятор Gain Reduction, мы видим, что к сигналу добавляется достаточно большое количество гармоник. Увеличим значение параметра Input. Гармоник, соответственно, становится больше. Я провожу измерения в значении минус 18 dBFS, то есть приблизительно в нуле VU, если говорить об аналоговой шкале. Гармоник добавляется достаточно много, но при этом я бы не сказал, что итоговый сигнал будет слишком загрязнен. Это традиционное звучание оригинального устройства TLA 100A, которое как раз данная библиотека и должна воспроизводить. Попробуем разные значения атаки релиза, посмотрим, они повлияют как-то на гармонический состав или нет. С быстрой атакой гармоники более интенсивные, с медленной атакой более мягкие. То же самое и с релизом. Чем быстрее релиз, тем сильнее будет гармоническое насыщение сигнала.
Теперь посмотрим на динамические характеристики. С коленом все понятно. Это компрессор, который работает в режиме мягкого колена. И здесь ничего особенного мы не увидим. А вот здесь уже более интересно. Посмотрим на поведение атаки и релиза компрессора. Быстрая атака. Мы видим, что в этом режиме компрессор работает практически как лимитер. Атаки срезаются очень сильно. Медленная атака. Здесь транзиенты или атаки будут сохранены в достаточной степени. Средняя атака, соответственно, что-то среднее между быстрой и медленной. И мы это видим на графике. Давайте попробуем увеличить значение Gain Reduction. Да, все то же самое. Попробуем теперь изменить значение релиза. Быстрый релиз срабатывает достаточно быстро. Среднее значение. Уже мы видим, что релиз достаточно длинный. И медленный релиз будет реально работать медленно. Таким образом, мы видим, что компрессор может работать как достаточно агрессивно, так и очень мягко в щадящих каких-то настройках параметров. Особенно, когда выбрать Slow Attack и Slow Release, в итоге мы получим аккуратную компрессию, больше похожую на работу левелера. В принципе, TLA-100A и характеризуется в первую очередь как левелер. Но когда мы переключимся на Fast Attack и Fast Release, мы получим поведение традиционное для лимитеров. То есть уже технические какие-то вот такие моменты говорят нам о том, что прибор очень универсальный, а возможность использовать его в режиме линейной частотной характеристики делает его еще более универсальным. Теперь посмотрим, как будет вести себя преамп. В первую очередь нас интересуют гармоники, которые он будет добавлять к обрабатываемым аудиосигналам. Сразу переключаюсь в режим Harmonic Analysis и начинаем потихоньку добавлять четные и нечетные гармоники. Добавляем четные гармоники. Не так уже много, как вы видите, добавляется сигнала. Добавляем нечетные гармоники. Вот они начинают расти. Но громкость гармоник я бы не сказал, что сильно высокая. Попробуем увеличить gain. Стрелка уже лежит. Гармоник вроде бы много, но в то же время я бы не сказал, что плагин как-то прямо пересатурирует сигнал. Да, явно выраженные четные гармоники и явно не выражены нечетные гармоники. Но то, что мы можем отдельно проконтролировать и тот, и другой параметр, это мне очень нравится. Попробуем переключиться в режим PASS. Да, и ничего не меняется. Что ж, неплохо. Я думаю, преамп мы сможем использовать на разных аудиоисточниках, в первую очередь на тех, которые нужно слегка подкрасить, но не создавать им какой-то прямо уж сильно яркий дисторшн, перегруз и что-то вот такое хрустящее, яркое. Нет, этот преамп будет мягко обволакивать сигнал и делать его более жирным и объемным. По крайней мере, судя по графикам. Но как ситуация будет происходить в реальности, это нужно проверить. Давайте перейдем в секвенсор и посмотрим на работу компрессора и преампов на реальном аудиоматериале. Чтобы блюстители компенсации гейна спали спокойно, я буду тестировать библиотеку 100A с использованием плагина Perception, который уравнивает входную и выходную громкость после обработки. Давайте начнем. Я загрузил компрессор на дорожку бочки, чтобы мы смогли более точно услышать, как работают различные режимы атаки в различных режимах ослабления, усиления или gain reduction, проще говоря.
Поехали. Начнем с быстрой атаки. Сбалансируем громкость. И теперь слушаем до обработки и после обработки. Более отрывистый звук. Более панчевый. Но я также слышу некоторый перегруз, или точнее сказать искажения на атаках, но эти искажения приятные и, насколько я помню, поведение оригинального устройства очень типичные для него. Попробуем другой режим атаки – Medium. До обработки. После обработки звучание получается более искристым. Компрессия в районе 3 дБ. Еще раз слушаем до обработки и после. Да, можно заметить незначительный пампинг, но чтобы это скомпенсировать, мы можем попробовать другие значения релиз. Попробуем в таком значении атаки быстрый релиз. До обработки. Компрессия очень уверенная, увесистая, можно даже сказать размашистая. Мне это нравится. Попробуем медленную атаку. Мне кажется, на бочке она должна работать наиболее выигрышно. Да, так бочка звучит скромнее. А после обработки ее атаки подчеркиваются. Попробуем средний релиз. И теперь медленный. Послушаем еще раз до обработки и после. Короткая сфокусированная бочка. А теперь хвост бочки усилен, атаки подчеркнуты. Обработка очень интересная. Выключим хай-пасс фильтр. Теперь низкие частоты сильнее воздействуют на детектор компрессора. Увеличим значение Gain Reduction. Попробуем что-то более интенсивное.
Да, конечно, сейчас мы перекомпрессируем. Но это абсолютно нормально. Попробуем быструю компрессию. Быстрая атака добавляет такой граул к звуку. Очень интересно, особенно в режиме подмешивания. А давайте, кстати, это и протестируем. Послушаем звучание до обработки и после. Сырой звук. А теперь звук бочки с параллельной компрессией. Более мощный, более жирный. И заметьте, не более громкий, а вот именно более жирный. Я постоянно компенсирую уровни, чтобы мы все слышали абсолютно точно и без каких-либо ложных представлений об уровнях. Неплохо, мне это нравится. То есть компрессор TLA-100A, или в нашем случае его библиотеку от Тима Петерика, мы можем использовать как для мягкой обработки, так и для создания очень жесткого, такого прямо перегруженного звучания. Но раз мы протестировали более экстремальные значения, попробуем и наиболее щадящие, которые как раз и рекомендованы для этого прибора. Я скомпенсировал уровни. Теперь слушаем. Вот в таком значении бочка и компрессируется, но в то же время нету излишнего пампинга, мы просто слегка подчеркиваем ее звучание. Еще раз послушаем до обработки и после. После обработки более округлое, более сформированное звучание. Очень недурно. Да, конечно, тестирование мы проводили долго, слушали и так, и сяк, но а как иначе? Мы должны проверить, как компрессор работает с различными значениями параметров и представить различные ситуации его использования, чтобы сформировать более правильное впечатление о том или ином приборе. В нашем случае о компрессоре 100A от Тима Петерика. Теперь посмотрим, как можно использовать компрессор в реальном проекте. Я покажу вам его применение на двух традиционных источниках — это бас и вокал. Поехали! Послушаем 100A на басу. Летящим летом укутаны пеплом, сгоревшие перья упавшей мечты. Мы невесомы. Без преампа. И без компрессора. А теперь еще раз послушаем с компрессией. Ослабление находится на уровне 4-5 дБ. Достаточно интенсивно. Включаю преамп.
Четные гармоники выкручены на максимум. Нечетные также слегка добавлены. После обработки звук кажется более жирным, более объемным. Послушаем еще раз. Когда я выключаю преамп, бас уходит на задний план. Когда включаю, приближается к нам и кажется более увесистым. Послушаем еще раз с выключенным компрессором. Компрессор держит под контролем пики и приглаживает сустейн сигнала. Кажется, что бас начинает немного теряться, но по факту он уходит под контроль. И таким образом он не будет в миксе прыгать туда-сюда. А преамп как раз компенсирует вот это ослабление, что ли, присутствия баса. То есть действительно есть смысл в том, чтобы использовать компрессор и преамп вместе. Послушайте, насколько хорошо бас ложится в микс. Он и не выпрыгивает, но в то же время хорошо читается. И напоследок еще раз послушаем, как бас звучал в миксе до компрессии и включения преампа, и как стал звучать с ними. Летящим летом, укутанный пеплом, сгоревшие Сейчас бас кажется слегка навязчивым. Но одновременно с этим ему вроде бы и веса не хватает. Такое странное сочетание. А теперь он занял свое место в миксе, хорошо читается, увесисто звучит, но при этом мы не выпрыгиваем. Очень хорошо. Эффективная работа как компрессора, так и преампа. Я доволен. Теперь послушаем, как компрессор будет вести себя на лидирующем женском вокале. Летящим летом, укутанный пеплом, сгоревшие перья упавшей мечты. Выключаю. Мы невесомы над жизнью разломом, и сильнее Какая-то вот такая гудосая снова появилась тема. руки твои. Летящим летом, укутанный пеплом, А с компрессором выглядит хорошо. сгоревшие перья упавшей мечты. Высокие частоты смягчаются, середина становится более выразительной. И сильнее снова И уходит вот это руки «о-во-во». твои. Летящим летом, укутанный пеплом, сгоревшие перья. Кажется, что голос становится более темным, особенно это будет заметно в миксе. Но это делает его более профессионально звучащим. И таким же образом подчеркивает альтовый тембр женского голоса. Послушаем в миксе до обработки и после. Вы заметите, что до обработки высоких частот больше, голос кажется более выразительным, более попсово звучащим, но в данном треке это контрпродуктивно. Здесь наоборот, нужно было подчеркнуть глубину голоса и смягчить его попсовую составляющую. Летящим летом, укутанный пеплом, сгоревшие перья
вот более яркий, сильнее торчит и выпадает из микса. Это не то, что нужно. Более объемное, маслянистое, сглаженное звучание. Разница в звучании огромная, но при этом ослабление компрессор показывал не больше, чем 1 дБ. Кроме того, чаще всего при использовании как TLA-100A, так и его софтовых вариантов я использую среднее значение атаки и среднее значение релиза. Мне они кажутся оптимальными в большинстве ситуаций. Если нужно создать более агрессивное звучание, лучше, конечно, пойти в значение Fast, как для атаки, так и для релиза. Ну а если хочется создать очень-очень тянущееся, такое тягучее, невероятно текстурное звучание, тогда релиз можно выставить в значение Slow, а атаку выбрать по вкусу. И Fast, и Medium, и Slow будут работать как нужно. Конечно, все зависит от аудиоматериалов, но я думаю, вы уловили мою идею. Для подписчиков нашего Patreon доступна расширенная версия видео, которая включает сравнительный обзор библиотеки Тима Петерика SAM-100A Version 4 с плагином от компании Softube, эмулирующим то же самое аналоговое устройство. Какой из приборов лучше, какой из приборов можно использовать в той или иной ситуации, смотрите в этой расширенной версии видео. Ссылка на наш Patreon в описании. Что ж, ребята, как вы видите, библиотека SAM-100A Version 4 от Тима Петерика действительно заслуживает внимания. Прекрасный универсальный компрессор, шикарно звучащий, но при этом достаточно чистый преамп, приборы, которые пригодятся в любой ситуации сведения для самых разных аудиоисточников в самых разных стилях музыки. Если вы еще ее не пробовали, я надеюсь, мое сегодняшнее видео вдохновит вас на данный подвиг. И я надеюсь, так же как и мне пригодилась эта библиотека, она пригодится и вам. Большое спасибо за внимание. Не забудьте поддержать нас на Patreon или любым другим удобным для вас способом. Все ссылки в описании. Ставьте лайки, колокольчики, птичек, пчелок и другую живность. Подписывайтесь на обновления Ершов Микс в соцсетях и следите за выходом новых видео на нашем канале YouTube. Увидимся в следующий раз. Пливите к звуку.